Существует легенда о призраках, которые появляются в определенные дни или часы. Например, одни из них проявляются только на Рождество. Обычно такие явления связаны с трагическими событиями. Привет, любитель ужасов! Это канал Крик, меня зовут Александр, и сегодня я расскажу тебе 3 страшных истории, которые связаны с Рождеством. Обычаи, связанные с Рождеством в разных странах, имеют сочетание дохристианских, христианских и советских тем и происхождений. Популярные праздничные традиции включают в себя вручение подарков, просмотров рождественских фильмов, украшения елки, конечно же, вкусной еды и множество другого. Однако в Европе есть определенные традиции, намекающие нам на темное прошлое праздника. Время Рождества у европейцев традиционно было связано с мрачными фольклорными существами. Ты, наверное, спросишь, какое Рождество, Санек? Ведь у нас на носу Новый год. А я тебе отвечу, мало того, что страшных легенд про Новый год нету, так в России их еще и не сыскать. Ну, если только про Бабу-Ягу или Снежную Королеву. Я заклинаю вас, высокие дни, я заклинаю вас моей волшебной властью. Укутывайся в плед, прожимай лайк, подписывайся на канал, ведь только так ты будешь всегда в курсе новых видео. Рождественского тебе просмотра. Погнали! История эта приключилась в начале 17 века. Владелец поместья лорд Лоуэлл женился на девушке по имени Анна. Отыграли свадьбу, а затем по традиции гости должны были сопровождать новобрачных в спальню. Вот это, блядь, традиция. В преддверии первой брачной ночи невеста очень волновалась и, пытаясь оттянуть момент, когда она останется наедине со своим мужем, предложила поиграть в прятки. Написано «прятки». Мы что, правда будем в это играть? Пиздец, ей тут секис предлагают в открытой форме, а она в прятки какие-то. Ну вот это вот чудеса. Молодая женщина попросила гостей подождать, пока она спрячется, и потом начать ее искать. Через 5 минут начались поиски. Присутствующие обыскали весь дом, однако Анны нигде не было. В конце концов все решили, что она просто решила сбежать от жениха, скорее всего, с любовником, и все было подстроено. Прошло полвека. Лорд Лоуэлл продолжал жить в своем поместье. Он больше так и не женился. Возможно, история с первым неудавшимся браком оставила в его душе слишком сильный след. Однажды хозяин поместья поднялся на чердак и увидел там дверь, которую не замечал прежде. Да, жил в особняке и не замечал дверь, вот какая-то есть у него и все. Та вела в чулан, где стоял большой деревянный сундук. Открыв крышку, лорд оцепенел. Внутри лежал скелет, одетый в белые лохмотья. Крышка сундука была вся исцарапана изнутри. Вероятнее всего, подумал лорд, Анна просто не смогла выбраться из сундука, а криков ее никто не услышал. Неприметная дверца на чердаке так и не попалась никому на глаза. В результате девушка задохнулась. После того, как останки Анны были найдены, пошли слухи, что каждый год под Рождество ее призрак в свадебном платье можно увидеть бегущим вверх по лестнице и исчезающим на чердаке. С этим особняком связана трагическая история. В позапрошлом столетии им якобы владела некая семья, в котором был маленький мальчик. Как-то родители уехали из дома, пообещав сыну вернуться домой в сочельник. И вот в сумерках ребенок услышал шум подъезжающего экипажа. Не утерпел и выскочил во двор. Когда он побежал к экипажу, лошади испугались и принялись бить копытами. Мальчик упал и был растоптан насмерть. Сегодня в Кемпстон-хаус водят туристов.
Рассказывают, что в канун Рождества, как только сгущаются сумерки, можно услышать стук колес экипажа, цоканье лошадиных копыт и детские крики. Бывшая тюрьма для особо опасных преступников сегодня является туристическим объектом. Есть такая легенда, мол, где-то в 40-х годах прошлого столетия, когда тюрьма еще действовала, надзиратель по имени Джеймс Джонстон, сочельник решил устроить вечеринку для сотрудников. В разгар празднования, откуда ни возьмись, появился в рот шпинат. В натуре класс, но... Заебись. Четко. Перед собравшимися явился призрачный джентльмен, явно из другой эпохи, одетый в серый костюм с пышными бакенбардами. Пока все приходили в себя, в комнате вдруг стало очень холодно и погасли все лампы. Через минуту привидение исчезло, и в комнате вновь потеплело, а лампы загорелись, как ни в чем не бывало. Вот это вечеринка в тюрьме, вот это я понимаю. Вот и легендочкам конец. А кто слушал до конца, вообще Вася красавчик. Стоп. Это еще не все. Хочу поздравить себя. Хочу поздравить вас, дорогие подписчики, с переходом отметки в 2 с лишним тысячи. Кто-то может подумать, что это не так уж и много, но я вижу, что это целый концертный зал. Огромное вам спасибо за то, что вы со мной. Огромнейшее спасибо за то, что вы смотрите мой контент. И я даю слово пацана, что дальше будет только интересней. Ну и, конечно же, я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Желаю множества улыбок и незабываемых моментов. Пусть вам сопутствует по жизни удача и успех. А у меня на сегодня все. Увидимся с тобой в следующем видео. А ты, мой друг, обязательно оставляй кружки в моем телеграм-канале. Ссылочку я оставлю в описании. Как все-таки проходит твоя суетная предновогодняя неделя. И самое главное, помни, страха нет. Он лишь в твоей